Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что она думает о вас сейчас? Настраивайтесь на расклад, загадывайте женщину. И как всегда для энергообмена поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Итак, смотрим, что сейчас у вас происходит в жизни. Вот знаете, мне почему-то вот сразу хочется сказать, что вы по жизни сломленный мужчина. Вы сильный, сломленный судьбой мужчина. Вы ведь совершенно не слабак по жизни. Вы много чего знаете, много чего умеете. Вы, знаете, вот можете быть лидером, да, вот такой вот, можете вести за собой толпу, как говорят. Вы хороший профессионал вот именно в той сфере, где вы разбираетесь. Возможно, вы даже не только мастер как бы в той сфере, где вы работаете. Вы можете быть всесторонне обученный, да, может быть, у вас несколько специальностей, либо же вы даже заканчивали там какие-то курсы, институты, там училища, да, ну, то есть вы можете работать по нескольким специальностям. В общем-то, вы такой, ну, довольно рукастый человек. Но, знаете, вот вас жизнь сделала довольно таким вот подозрительным, недоверчивым, может быть, даже сомневающимся. Ведь и раньше вы были совсем не такой. Но вот вы вот, ну такой вот, знаете, сломленный судьбой сильный мужчина. Вот, наверное, так будет самая правильная формулировка, да, вот подходящая. Вы очень страстный человек. Вы, вот если, знаете, вот если вы любите женщину, вы отдаетесь полностью. И это касается и постели, и всего абсолютно, да, вот вы будете всего себя отдавать. Вы такой вообще любитель по жизни, устраивать какие-то приятные сюрпризы, да, это касается, может быть, всех, не только же, там, женщину, да, может быть, и детям, если есть, родителям, там, друзьям. Вот такой вот, вы знаете, вот довольно интересный человек. С вами, ну, я думаю, нравится дружить людям. К вам как-то вот тянутся люди. Вы довольно приятный человек в общении. Но женщины я пока не вижу рядом возле вас. Вот именно женщины, которая была бы вашей музой, да, вашей половинкой, вот вашей любимой, я не вижу. У вас вот закончился такой довольно сложный этап. Вот именно этап, связанный с личной жизнью. Сейчас вы, скорее всего, холостякуете. Так, итак, давайте-ка посмотрим, что же за женщина пришла к нам сегодня на расклад. А ну-ка, узнаете вы ее или нет? Пришла женщина, с которой вам было, знаете, вот довольно тяжело. Она, да, она, возможно, мать ваших детей, да, либо же вы хотели детей от этой женщины. Но довольно долгий период, возможно, вам было с ней тяжело уже находиться в отношениях. Что-то было такое, что вас довольно сильно напрягало, вам что-то, может быть, не нравилось, угнетало, да. Это может быть все что угодно. Может быть, вас унижали, оскорбляли, да, ну то есть все что угодно, негатив может быть какой, да, врали, может быть, и вы это знали, либо же догадывались. И в ваших отношениях, скорее всего, проигрывался любовный треугольник, да, вот со стороны женщины, именно любовный треугольник. Поэтому вас и сломило вот очень четко, да, вот вы стали как бы одиноким из-за вот этого вот любовного треугольника. Женщина довольно такая уверенная в себе к нам пришла на расклад. Она очень любит, знаете, вот чтобы, ну не то чтобы там поклонялись ей, ну чтобы вот любой каприз ее исполняли. Она очень любит себя, такая вот, знаете, нарциссического склада характера. Она такая вот, с виду еще может быть, знаете, вот чем-то напоминать снежную королеву. Может быть холодной, неприступной, да, она не особо так и проявлялась вот в чувствах. Даже вот у некоторых из вас может проигрываться, что эта женщина, но она не была особо такой нежной и ласковой. Ну, может быть, в самом начале и то не особо как-то. Вот вы надеялись с ней, да, жить долго и счастливо до конца дней своих.
Но эта женщина показала зубки и показала свое настоящее лицо. Она более жесткая вот по характеру. Она совершенно не такая вот мягкая, белая, пушистая. Так, давайте-ка подумаем, божечки, уже заговариваюсь. Давайте посмотрим, что же эта женщина думает о вас. Знаете, она вас вспоминает периодически. Она вспоминает, как она вами здорово манипулировала. Она вспоминает, как ей хорошо удавалось врать вам. И знаете, вот она в этом вот как-то вот даже гордится собой, что ли. Это странно звучит, но вот это ей доставляет удовольствие сейчас, да, вот как бы, знаете, вот как будто вот она с такой ухмылочкой это вспоминает и думает, как я тебя разводила, да, как ты на это повелся. И в то же время у нее вот проигрывается какая-то вот своего рода ностальгия, что ли, по тем временам. Вот ей, знаете, иногда хочется, чтобы вы, может быть, вот постучали в дверь, позвонили, написали, да, вот все равно ей интересно, вот до сих пор какая-то привязанность, заинтересованность осталась вами, да. А давайте-ка посмотрим, а почему же она вас вспоминает? Интересно, почему? А потому что, знаете, вот все познается в сравнении. У нее после вас, да даже и во время вас, у нее были мужчины, да, и вы уже, к сожалению, вы уже об этом знаете, да, то, что вам причинило боль. Все познается в сравнении, и она поняла, что так как вы вот ее любили, а может быть кто-то еще до сих пор любит, больше и не встретился. Она где только не пропадала, у нее были разные мужчины и разных статусов, разного возраста. Она постоянно, знаете, как будто вот в поиске была. Она любительница красивой жизни. Вот некоторые из вас, да, вот бывает мне пишут, какая женщина не любит деньги, какая же это все женщины любят, все любят там золото, бриллианты и так далее. Но я вам скажу, вы ошибаетесь, вот кто так думает. Да, деньги это важная составляющая нашей жизни, без них никуда как бы. Но есть, поверьте, есть такие женщины, которые не зацикливаются на том, чтобы найти спонсора. Есть женщины искренние, пусть их немного, да, я согласна, что сейчас мир стал более корыстным. Но есть, поверьте, женщины, которые любят вот просто так, да, вот от души, всей душой, им не важно, какой статус, какой заработок. Ну, конечно, любой хочется, чтобы мужчина зарабатывал, это естественно. Но есть, знаете, вот повернутые на шубах, на золоте, бриллиантах и так далее. А есть женщины, которые будут ходить там два платья, и они уже счастливы просто потому, что есть рядом любимый человек. Да, для некоторых из вас это, может быть, будет большое удивление, но поверьте, есть такие женщины. Я знаю таких женщин, которые не зацикливаются на материальном, которые очень скромно пусть одеваются, да, вот скромный достаток, но тем не менее они живут счастливо с семьей, пусть не богато, пусть простенько, да, они ездят на мерседесах, но они рядом с любимым мужчиной, и у них довольно счастливая семья, да, пусть еще раз говорю, пусть это не богатая будет семья, но вот они именно счастливы тем, что они есть друг у друга, вот поверьте, бывает такое. Итак, ваша женщина, о которой вы вот думаете, задумали, да, сейчас, вот она поняла уже, когда вот сравнила спустя время, она поняла, что так, как вы ее любили, ее не любят. Посмотрите, у нее, во-первых, у нее идут величайшие неудачи вот с мужчинами. Она познакомилась, да, ее использовали и выбросили. Вот довольно вот такое у нее плачевное состояние сейчас в личной жизни. Да, она мечтает о мужчине, о обеспеченном, о богатом, красивом. Ей хочется, чтобы любили так, как вы любили. Но она не находит такого.
И это ей, конечно, причиняет грусть и печаль. Ну а куда ж денешься? Да, вот спасите, помогите. Посмотрите, вот эта карта, как нам четко говорит. Вот ей сейчас так плохо, да, вот она вся такая пылает и горит, да, вот пожар. Ей плохо, спасите. Вот она хочет, чтобы пришел какой-то принц на белом коне, ее спас, увез далеко, да, чтобы осыпал ее золотом, бриллиантами там, и она будет жить в полном шоколаде до конца своих дней. Но такого не бывает, к сожалению, да. За все нужно платить в этой жизни. И если она причинила вам боль, она обязательно получит свой бумеранг, и она уже его получает. То есть она сейчас, вот знаете, она думает о вас какой-то вот ностальгией. С одной стороны, она вот как бы злорадствует, что вот как я сумела, да, вот красотка, как я его развела, провела. А с другой стороны, вот она ностальгирует, что у нее больше нет такого мужчины, который так бы ее любил. Ну что ж, она получила по заслугам. Я думаю, таких людей жалеть даже не стоит. Я думаю, вы со мной согласны. Напишите в комментариях. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!